Добрый день, друзья! Сегодня предлагаем обсудить представителя новой ветки немецких линкоров в игре «Мир кораблей», а именно немецкий линкор 7 уровня «Принц Генрих». «Принц Генрих» – это представитель яркой и мощной ветки немецких ПМК-линкоров с торпедами. Итак, давайте разберемся, что из себя представляет этот линкор в игре «Мир кораблей». Линкор имеет среднее для своего уровня количество очков боеспособности – 56300. Нужно отметить невыдающуюся противоторпедную защиту линкоров 21%, которая намекает нам на то, что мы должны очень бережно относиться к получению урона от торпед противника. Линкор «Принц Генрих» имеет несколько усиленное бронирование. К примеру, бронирование каземата достигает 300 мм, носовой бронепояс 120 мм. Но, к сожалению, это бронирование не является выдающимся с учетом калибра орудий, которые встречает этот линкор в бою. Следует сказать, что немецкое бронирование в игре всегда вызывает уважение и является, пожалуй, одним из лучших и даже стабильных в игре. Линкор «Принц Генрих» не способен стабильно сдерживать урон бронебоек в нос и в ромб. В силу этого злоупотреблять броней и подставлять борт линкора под залпы крайне не рекомендуется. «Принц Генрих» имеет ремонтную команду, которая восстанавливает 281 единицу очков боеспособности в секунду, работает 28 секунд и перезаряжается за 80 секунд. Кроме того, нужно подчеркнуть, что линкор имеет фиксированное количество ремов. Да, всего 4 снаряжения аварийное подразделение или 5 при наличии перка мастер противоаварийных и ремонтных работ. Но есть и положительные стороны. Ремка перезаряжается всего 40 секунд, что вдвое меньше обычного, и в особо жаркие моменты может нас очень сильно выручить. «Принц Генрих» имеет ускоренный формат восстановления боеспособности линкора. Расходник ГАП, который работает 110 секунд и способен обнаружить торпеды и корабли на расстоянии 3,5 км и 5 км соответственно. Торпедные аппараты, по 4 торпеды на каждый борт, с дальностью хода 10 км и уроном 13700 каждая. Вся эта мощь намекает нам на возможность более острого ведения боя. Будет ли нам всего этого хватать, особенно с учетом откровенно небольшого количества очков боеспособности, покажет время. «Принц Генрих» имеет неплохую маскировку для класса. Дальность видимости с кораблей 15 км и видимости с самолетов 9,7 км. Прокачав перки капитану и используя камуфляж, можем получить приятные 13,2 км засвета с кораблей. Наша маскировка позволит снизить концентрацию на себе фокуса огня противника. Кроме того, маскировка позволяет нам ловить бортоходов, в первую очередь это крейсера, но и линкоры мы способны калечить. Цитадель линкора все так же подвержена опасности при постановке линкора бортом, как и у одноклассников. Но, как нам показалось, все же броня линкора нередко приходит на помощь. «Принц Генрих» имеет неплохую максимальную скорость хода в 28 узлов, средний радиус циркуляции 810 метров и средний показатель времени перекладки рулей 14,5 секунд. Совокупность этих характеристик для линкора дает такую же среднюю маневренность и вполне позволяет нам продвигаться во фланге вместе с крейсерами, при этом не забывая анализировать ситуацию на миникарте. Линкор комфортно себя чувствует на средних дистанциях, имеет дальность ведения огня всего 17,4 км. Линкор имеет хорошую для класса скорость поворота башен, что в свою очередь дает нам возможность чаще реализовывать полный залп ПК. Перейдем к орудиям. 8 стволов в 4 башнях со средним для уровня и класса калибром 380 мм. Учитывая нашу хорошую маскировку, дальность ведения огня 17,4 км является комфортной. Средняя скорость полета снаряда 800 метров в секунду для фугасов и бронебоек, неплохая точность, приемлемые углы наведения, приятная маскировка линкора намекают, что нам всегда будет с кого пострелять на средних дистанциях, а иногда даже очень удачно на ближних. Линкор обладает хорошей скоростью перезарядки орудий в 30 секунд. Мы имеем на борту 8 стволов, что дает нам весомый залп на уровне и в целом хорошо сказывается на его потенциальном уроне.
Максимальный урон осколочно-фугасных снарядов 4500 единиц с отличным бронепробитием 95 мм и средним на уровне для класса с шансом пожара 35%. Максимальный урон бронебойных снарядов 10900 единиц со средним бронепробитием на уровне. Именно бронебойные снаряды и будут основными, ведь это же линкор. Противоменный калибр линкора еще не способен наводить ужас с дальностью стрельбы в 6,3 км, но уже способен напрягать противника. Ощутимый вклад в копилку урона ПМК на 7 уровне уже вносит, что заметно по результатам боя. Именно по этой причине, а также в силу наличия расходника ГАП и торпед, этот линкор нами катался именно в ПМК сборки. Торпедное вооружение линкора представлено двумя 4-трубными торпедными аппаратами, по одному с каждого борта. Максимальный урон каждой торпеды 13700 единиц. Дальность хода торпед хорошая, 10 км. Скорость хода торпед низкая, всего 50 узлов. Заметность торпед 1 и 2 км. Время перезарядки 110 секунд. Таким образом, этот линкор, применяя торпеды на взрывах или на отступлениях, получил теоретически существенную прибавку к потенциальному урону, и это хорошо. Нужно отметить слабое базовое ПО, которое представлено всего двумя аурами. Средняя аура до 3,5 км с уроном 168 единиц и дальняя аура до 5,2 км с уроном в 130 единиц. Перки командира модернизации в нашем выборе направлены на улучшение вооружения, живучести и ПМК с учетом топов этой ветки. Перки командира выбраны из расчета того, что данный кэп будет катать на топе и могут выглядеть невоспорными для этого линкора. Первый перк – взрывотехник. Усиливаем ПМК, который будет кошмарить всех на более высоких уровнях в этой ветке и уже напрягает противника на 7 уровне. Второй перк – бдительность. Увеличиваем дальность обнаружения торпед на 25% и усиливаем ПТЗ на 7%. Третий перк – дальнобойные снаряды ПМК. Увеличиваем дальность стрельбы ПМК на 20%. Четвертый перк – мастер противоаварийных и ремонтных работ. Добавляем по одному расходнику ремка и хилка и увеличиваем время их работы на 10%. За счет этого повышаем потенциал выживаемости нашего линкора. Пятый перк – мастер маскировки. Снижаем заметность на 10%, повышая нашу живучесть. Так как это ПМК линкор, мы установили следующие модификации. Первый слот – вспомогательное вооружение. Усиливаем живучесть установок ПМК и ПВО, что позволит нам более эффективно использовать возможности ПМК в бою. Второй слот – система борьбы за живучесть. Мы горим, как и все линкоры, часто находясь под фокусом. Третий слот – ПМК модификация. Увеличиваем дальность стрельбы и точность установок ПМК. Четвертый слот – рулевые машины. Уменьшаем время перекладки рулей с борта на борт, повышая живучесть линкора. Подводя итоги, следует сказать, что принц Генрих – это линкор, который уже имеет достаточно эффективный ПМК, очень нужный в ближнем бою расходник ГАП и торпедные аппараты. При удачной реализации этих особенностей вы сможете оказывать существенное влияние на исход боя в духе настоящих немецких линкоров натиска. Всем спасибо за внимание, не забывайте ставить лайк и смотрите больше видео на нашем канале. Пишите свои комментарии и подписывайтесь на канал. Приятного вам просмотра.
Вы последняя надежда команды. Вражеский линкор потоплен. Наша команда близка к победе. Неполадки устранены. Наша команда получила преимущество.